Приветствую всех на нашем канале. В этом видео мы поговорим о фидерных кормушках, а именно о том, каких видов они бывают, где и какую лучше использовать, а также отметим плюсы и минусы каждого вида. Как видим, самые основные и очевидные отличия всех кормушек – это форма, размер, материал сетки и, конечно же, вес. Сейчас я все кормушки условно разделю на классы, и каждый класс мы рассмотрим по отдельности. И начнем мы со старой доброй классики. Это стандартные кормушки с металлической сеткой. Итак, металлические кормушки, как правило, выпускаются разной формы. Прямоугольная, круглая, вот такая полукруглая и еще бывают треугольные. Основное преимущество таких кормушек в том, что металлическая сетка достаточно хорошо режет воду, и благодаря этому такие кормушки лучше противостоят течению. А также быстрее приземляются на дно, в отличие от пластиковых. А также хочется отдельно отметить задумку разработчиков кормушки от фирмы Brain. Как видите, они перенесли основную часть груза на противоположный торец от петли, и благодаря этому такая кормушка более аккуратно входит в воду, не создавая сильно громкого хлопка. Особенно это актуально, если мы ловим на водоемах с небольшой глубиной. А основной недостаток кормушек с металлической сеткой в том, что они не очень хорошо всплывают. Особенно это усложняет рыбалку на глубоких бровках и в местах с интенсивной донной растительностью. А теперь мы рассмотрим такие же кормушки, только с пластиковой сеткой. Кормушки с пластиковой сеткой в основном выпускаются круглой формы. И бывают они с крыльями и без крыльев. Первое преимущество кормушек с пластиковой сеткой в том, что они имеют большую кормоемкость, в отличие от металлических. Особенно это удобно при интенсивном кормлении. Второе преимущество, и, наверное, самое главное, в том, что эти кормушки очень хорошо всплывают на поверхность. Особенно те, которые с крыльями. Также эти крылья имеют еще одно преимущество. Во время рыбалки на заиленных водоемах они создают дополнительную плоскость, благодаря чему кормушка меньше погружается в ил. Теперь поговорим о недостатках. Первый недостаток в том, что пластиковая сетка имеет повышенное сопротивление с водой, и из-за этого такими кормушками не очень комфортно ловить на интенсивном течении. Также кормушки типа Vegas имеют прямоугольный высокий груз, который создает дополнительное сопротивление с ветром во время полета, из-за чего уменьшается дальность заброса. Вот, например, также пластиковая кормушка под названием Feeder Sport, она такого недостатка не имеет, потому как у нее более плоский груз с закругленными краями. Также еще один недостаток имеют кормушки с крыльями при ловле на течении. Из-за того, что они медленнее опускаются на дно, их больше сносят в сторону. Поэтому многие рыболовы срезают их самостоятельно. Теперь перейдем к пластиковым кормушкам закрытого типа. Эти кормушки имеют точно такие же характеристики, как и обычные пластиковые, о которых мы только что говорили. Разница лишь в том, что в этих кормушках практически полностью закрытая сетка, что позволяет доносить корм на дно, не разбрасывая его в толще воды. И тем самым не привлекать мелкую рыбу на нашу точку лова. Мы эти кормушки в основном используем для ловли леща. Когда мы ловим на реках с интенсивным течением, нам необходимо удержать кормушку на точке лова. И в этом нам помогут кормушки с грунтозацепами. И сейчас мы о них поговорим. Поскольку эти кормушки предназначены для ловли на интенсивном течении, изготавливаются они из металлической сетки, прямоугольной и круглой формы. Характеристики у них точно такие же, как и у обычных металлических кормушек. Разница лишь в том, что эти кормушки гораздо лучше держат дно, благодаря ярко выраженным шипам на грузе. На своих рыбалках на Днепре мы используем вот такие кормушки для течения, которые делаем сами. Эти кормушки имеют 6 ярко выраженных шипов, арочную форму груза, что уменьшает сопротивление с ветром, а также эти кормушки с небольшой кормоемкостью. Это очень удобно при использовании тяжелых весов. Иногда нам приходится ловить на сверхдальних дистанциях, особенно в осеннее время года. И в этом нам помогут кормушки для дальних забросов. Эти кормушки имеют круглую форму. Выпускаются они как с металлической сеткой, так и с пластиковой. Также эти кормушки имеют два варианта огрузки. Это вот такая разнесенная огрузка, когда груз находится на небольшом расстоянии от сетки. И вот такой вариант, когда сетка впаяна прямо в груз.
Первое и основное преимущество этих кормушек в том, что благодаря такой конструкции они имеют минимальное сопротивление с ветром, что позволяет комфортно ловить на дистанции 80-100 метров даже в ветреную погоду. И второе преимущество этих кормушек в том, что они заходят в воду практически бесшумно. А недостаток можно отметить только один. Из-за того, что нет плоскости и груз находится в одной точке, они плохо всплывают. Для успешной фидерной рыбалки необходимо сделать стартовый закорм, поэтому сейчас мы поговорим о закормочных кормушках. Закормочные кормушки бывают пластиковые и металлические. Как правило, они имеют небольшой вес груза, а могут быть и вообще без загрузки. Основная их особенность – это большая кормоемкость, что позволяет за короткое время подать большое количество корма на точку лова. Для того, чтобы рыбу дольше удержать на точке лова, иногда приходится добавлять живые компоненты. Это можно сделать пробковым методом или использовать специальные кормушки. Эта кормушка представляет собой пластиковую емкость с отверстиями, к которой прикреплен груз. На верхнем торце здесь находится крышка, которая открывается, и кормушка наполняется червем, мотылем или опарышем. Как я уже говорил, живые компоненты можно подать на точку лова или же с помощью вот такой специальной кормушки, или же пробковым методом вместе с кормом. Но разница в том, что если, например, мы червя или опарыша подаем пробкой, то они очень быстро вместе с кормом вымываются из кормушки. А если мы, например, опарыша подадим в такой кормушке, то он будет очень медленно выползать наружу через эти отверстия и небольшими порциями попадать на наш кормовой стол. И в завершении несколько слов о флэт-методных кормушках. Кормушки флэт – это кормушки открытого типа с плоским грузом, и используются они на стоящих водоемах. Прикормка в эти кормушки забивается методом прессования, и держится она с помощью вот этих пластиковых дуг. Прессовать прикормку можно с помощью рук, а лучше воспользоваться специальными пасочками. Каждая пасочка соответствует форме и размеру кормушки, потому как эти кормушки отличаются не только весом, но еще и размером и формой. Насыпаем в пасочку необходимое количество прикормки, затем вот таким образом вставляем в нее нашу кормушку и с определенным усилием двумя пальцами нажимаем. Потом достаем, и у нас получается кормушка и сверху здесь хорошо запрессованная прикормка. Также с помощью этих пасочек можно запрессовать крючок с наживкой в середину прикормки. На дно пасочки ложится крючок с наживкой, насыпается прикормка, затем вставляем сюда кормушку, прессуем, и когда достаем ее из пасочки, у нас получается крючок остается в середине прикормки. Таким образом, оснастка с такой кормушкой немного похожа на всем известную соску или же макушатник, только это более современный вариант. Вот мы и раскрыли основные классификации и характеристики фидерных кормушек. Особенно это видео будет полезно начинающим фидеристам. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.